Акварель и азиатская живопись. Смешанная техника. Рисуем цветки подсолнуха. Подсолнух необыкновенно красивый, яркий, жизнерадостный цветок. Именно такое настроение мы должны получать тогда, когда его рисуем. Мы уже с вами рисовали один раз подсолнух, но немного по-другому. И ссылка на это видео будет в конце урока. Сегодня же попробуем сделать это по-другому. Начинаем с того, что берем на кисть либо черную тушь, либо черную краску. Работаем самым кончиком кисти. Сначала создаем контур середины подсолнуха. Мы его будем рисовать, наши подсолнухи, сегодня немного в таком ван гоговском настроении. Такие немного смешные, слегка такие неказистые и растрепанные. Итак, сначала мы сделаем, так сказать, черный подмалевок такой. И сначала кончиком кисти задаем контуры, затем уже делаем мазки, прижимая кисть от кончика до пяточки по тому самому вот этому, можно сказать, такому овалу, который мы наметили, по его краям, обрамляя такими мазками эти самые края. Позже мы еще раз будем работать черной краской или тушью, в зависимости от того, что мы выбрали, чтобы уплотнить рисунок. Сейчас пока делаем такую основу, то есть создаем ему такую фактурную объемную серединку. Как я уже говорила, по тем самым контурам, которые мы нанесли, мы просто проходим кисточкой уже слегка подсохшей или же совсем сухой. Пользуемся эффектом сухой кисти, и уже не только по краям, но и в некоторых местах, особенно в серединке, мы просто как бы проскрябываем кистью по поверхности. Это мы сделали с первой серединкой подсолнуха, и то же самое без изменений, я имею в виду без изменения действия мазков, мы повторяем и на второй серединке. Можно, конечно, просто немного что-то изменить, расположение каких-то мазков, или же сделать его более затемненным по отношению к предыдущему, поскольку этот подсолнух находится внизу, а значит, собственно говоря, и дальше от света, и больше в тени. Вот, и затемняем серединку. Теперь, пока черная краска или тушь подсыхает, мы начинаем рисовать лепестки. Вот именно лепестки у нас будут очень сильно отличаться от того, как мы с вами рисовали подсолнух в прошлый раз. Мы берем на большую мягкую кисть желтый цвет как основной или оттенок оранжевого, и на кончик кисти сажаем либо более темный оранжевый, либо даже бордовый и красный. Начинаем движение с кончика кисти, прижимая сначала кончик, а потом делаем отпечаток кисти в виде капли, либо более меньшего размера, либо более большего. Либо мы ее растягиваем, эту каплю, либо же мы делаем ее маленькой. То есть мы чередуем их, не делая все одинаковыми, чтобы создавать лепестки разного объема, толщины, направленности и размера. Чтобы рисунок был интересный, как я говорила, подсолнух у нас сегодня такой веселый, такой растрепанный и больше похож на иллюстративный характер. Итак, для того, чтобы сделать маленький лепесток, мы просто сразу прижимаем кисть. Если же мы хотим более большой, более растянутый, мы сначала делаем такое некоторое движение только на кончике, а затем уже к концу движения прижимаем кисть. Соответственно, лепестки у нас направлены от направленности самого подсолнуха, куда он смотрит, вверх, вниз и так далее, то есть от ракурса. А теперь, когда черная краска уже подсохла, мы начинаем заполнять серединку. Сначала делаем это желтым цветом, берем на кисть яркий желтый цвет и заполняем им некоторые места. То есть часть мы оставляем белой и пустой, и там уже будем работать другим цветом. Если хотите, можно всю серединку сделать желтой, это не принципиально. Просто чем больше мы введем разных оттенков цвета, тем более фактурным, объемным и интересным будет, собственно говоря, наша серединка. Теперь поработаем оттенками коричневого цвета. Можно начать от самых светлых и закончить самыми темными.
или же наоборот. Лучше всего самую середину цветка более затемнить по отношению ко всему остальному пространству серединки. Теперь, пока эта часть подсыхает, мы рисуем стебли. Проводим уверенную линию сверху вниз, начиная движение из кончика, а потом более прижимая кисть. Мы знаем, что для тонкой линии мы оказываем меньшее давление на кисть, а для более толстой линии большее давление на кисть. Лучше взять два оттенка зеленого сразу на кисть, светлый и более темный на кончик. И делаем вот таким кончиком кисти, как сказать, можно сказать, такие наросты на стебли. И то же самое мы повторяем со вторым подсолнухом. Теперь нарисуем такие ответвления от цветоложа. И просто кончиком кисти работаем, рисуем такие линии в разные стороны от основания шапки цветка. Теперь, когда середина уже подсохла, мы ее немного доработаем черным цветом, добавив объема тем самым. Возьмем черный активный цвет или тушь и опять обработаем края, поработаем с краями серединки. Сделаем их затемненными и объемными. Просто движение от кончика кисти мы начинаем и затем более прижимаем кисти. Таким мы делаем полуовальные движения по кругу. Теперь рисуем листья. Набрав оттенок зеленого или сразу два на кисть, мы целиком прижимаем кисть от кончика до самой пяточки и делаем ряд таких мазков, расположенных рядом с друг другом. То есть мы прижимаем кисть от кончика до пяточки, делаем один такой мазок и рядом с ним делаем еще несколько таких же, группируя их в форму листа. В общем, мы получаем с вами цветовое пятно, которое служит нам листом. Теперь мы возьмем на кончик активный зеленый и нарисуем тонкими линиями прожилки. И так сразу станет ясно, что у нас это лист. Работаем самым кончиком кисти. Нужно поймать момент, когда краска на листе уже подсохла, но не до конца, чтобы они органично в нее вписались. И это, собственно говоря, последние мазки. Надеюсь, что вам было интересно. И оставляйте, пожалуйста, комментарии, что бы еще бы вам хотелось, чтобы мы вместе с вами нарисовали. Лето еще не кончилось, цветов еще много, поэтому оставляйте, пожалуйста, ваши пожелания. И всего доброго!